Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Наш новый проект BRDM. Обязательно придумайте ему название в комментариях. Очень интересно, что вы там предложите. Всегда интересно почитать и посмотреть комментарии. Сегодня наша задача доусовершенствовать его по мере возможности. Но начиная с того, что нам нужно заказать стекла, нам нужно заказать металл. Чтобы заказать стекла, я уже нашел организацию в Могилеве. Делают у нас здесь недалеко от нас. Вот, сейчас первое, с чего мы начнем, это сделаем макеты. Макеты для наших стекол. Частично я уже вырезал, ну и сейчас покажу, как происходит процесс. Поэтому вы присаживайтесь поудобнее. Надеюсь, серия будет интересной. Обязательно поставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Вам приятного просмотра. Присаживаемся поудобнее, но мы начинаем. Вот так я беру кусочек картона, его закрепляю, а потом изнутри наношу разметку, чтобы можно было потом вырезать наш макет. Ну вот так это выглядит. Сейчас нужно будет ножницами вырезать аккуратно, и все будет готово. Приехала уже часть металла для нашей надстройки. Надстройку я хочу, чтобы переход, который будет между нижней частью и надстройкой, он был в виде трубы. Вот у нас 150-я труба, внутри она 150, снаружи 159. У нас будет окантовка идти из трубы, а дальше уже подниматься надстройка на 35, может 40 сантиметров, будем смотреть. Вот такой план. Такую конструкцию я уже видел в интернете, и вот в голове у меня именно так она видится. Ну, посмотрим, как нам удастся это реализовать. Поднимешь? Теперь у нас есть очень серьезный металл. Верхушку мы там спилили, трубы тоже наши располовинили на 3 штуки, точнее одну трубу. И в принципе сейчас будем примеряться начало нашей надстройки. Мы уже очень продвинулись в процессе постройки нашей надстройки курятника. Вот смотрите, проложили трубу по периметру. Ну, она вся на прихватках, естественно, с углами, с этими пришлось повозиться от души. Ну и вот так вот будет примерно наша надстройка. Вот. Ну и с этой стороны тоже. Тот небольшой, это металл тонкий. Ну, здесь будет такой подъемчик, и потом уже туда. В общем, такая вот будет тема.
Друзья, если смотрели нашу предыдущую серию, то помните вот нашу эту новую площадочку из асфальта-гранулята. Но, к сожалению, когда шли дожди, вот там она просела и постоянно собирается вода. Сейчас возьму погрузчика и еще немножко здесь подровняю, подсыплю гранулята. Очень хорошо, что у нас есть такой помощник, как Ханамак, и нам не придется никого нанимать. Ну а если у вас техники нет и задача стоит серьезная, и необходимо что угодно из мира тяжеловесов, воспользуйтесь онлайн-платформой Авито Спецтехника для поиска, аренды и продажи коммерческого транспорта и спецтехники. Например, если сразу покупать не готовы или нужна спецтехника под определенные задачи, тогда смело заходим на онлайн-сервис аренды. Удобный и понятный интерфейс поможет быстро найти именно то, что вам необходимо. Например, автокран, экскаватор, манипулятор и им подобные. А если нет желания выбирать самим, просто позвоните или оставьте заявку в онлайн-сервисе аренды, и за вас все сделает менеджер Авито. Важно, что все исполнители из базы проверенных собственников техники. Менеджер сам подберет для вас исполнителя с необходимой техникой, даже срочно. Таким образом, вы точно арендуете все необходимое без лишних сложностей и сэкономите свое время. А еще онлайн-сервис обеспечит сохранность денег. Исполнитель получит оплату только после того, как работы будут выполнены и завершены, и вы подтвердите результат. Заказывайте спецтехнику с помощью Авито Спецтехника по ссылке в описании. Переходите и пользуйтесь. В комментариях под предыдущей серией вы написали, что крошку нужно брать вот так ковшом. Спасибо огромное за комментарий. Сейчас попробуем. Ветрено очень. Да, действительно так удобнее. Единственное, немного земли загреб. Но сейчас еще чуть-чуть возьмем. Еще один из советов был, это когда высыпаю, повыше поднимать ковш, и таким образом будешь видеть, сколько сыпешь. Сейчас тоже проверим этот совет. Ну вот, немножко отвлеклись, и теперь можно продолжить дальше заниматься нашим БРДМом. Но яма, по-моему, так и осталась. Та-дам! Маленький промежуточный этап. Вот 2 дня ушло, блин, на это все, на всю эту мелочевку, на все эти подгонки. Сзади сделали жабры. Вот здесь красота. Пока вырежешь под окна. Вот эти все треугольнички. Все это отнимает очень много времени.
Вот, все подогнано, прихвачено. Некоторые швы даже проварены. Вот так теперь будет выглядеть БРДМ. Ну, я считаю, вообще красота будет. Когда вставятся окошки, сюда окна. Еще хочу наварить дуги безопасности, такие, которые будут защищать от веток. Я думаю, будет просто классно выглядеть все это. Ну, естественно, когда покрасится, будет вообще огонь. Все, продолжаем работать. Сейчас предстоит огромная закадровая работа. Все это проварить, зачистить. А еще нам нужно сделать дверь. Дверь я немножко начал делать, но чуть попозже продолжим. Там с завесами непонятка. Так что работаем дальше. Друзья, доброе утро. Очередной подарок от компании Акамулик Бай. Огромное парням спасибо за то, что нас поддерживают. Это 2 аккумулятора для БРДМ. Потихоньку собираем все. Парням огромнейшее спасибо. Ну а вам, друзья, если нужны аккумуляторы, то обращайтесь в компанию Акамулик Бай. Минск. Огромное им спасибо. Закупаем аккумуляторы для нашего БРДМ. Акамулик Бай. Как всегда, рулит огромный выбор. Парням спасибо. Ссылку я оставлю в описании. Заходите, выбирайте себе там и для мотоциклов, и для чего там только нету. Очень большой выбор. Мы продолжаем заниматься БРДМом. И, Дима, смотри, что это такое. Это что? Типа подарок? Кувалда, прикинь? Ну, подписчики наши. Друзьям от друзей. Так что это для вас, друзья, кувалда, походу. Ну, отлично, огромное спасибо. Лаконично, но прям в точку. Огромное спасибо, кувалдочка будет нас радовать. Пошли работать. Юра уже обваривает наши жабры. Работа идет. Дима! Что случилось? Беда, помощь нужна. Что случилось? Застрял. Застрял? Ну, даже хуже, опрокинулся на бок. Лебедка надо? Ну да, надо тянуть. Дима взял шишигу и, короче, что-то начудил. Сейчас будем выручать. Урал, как обычно, сила, машина наикрутейшая. Дима, как так получилось, что ты, блин, застрял? Ты что-то поехал за грибами, засмотрелся, лег на бок и вот так вот. Что, у нас сегодня специалист-электрик с нами. Так что, чем мы занимаемся? Конечно же, электрикой. Пытаемся на БРДМе восстановить все системы, ну, хотя бы минимальные. Габариты, фары и т.д. и т.п. Дима, что у нас есть? Включи хоть У нас что-нибудь. все есть. Габариты включи мне, пожалуйста. Чик. У нас есть подсветка приборов. А что нету габаритов? А подсветка приборов есть? Подсветка. А возьми там выключатель этих. Вот этот. Ага. Ой, этот горит. Ой, этот горит. Этот что-то отошел сначала. Включи еще раз. Выключил. Включи. Включил. Все, габариты работают, подсветка работает. Отлично. Фары включи. Не эти. Вот эти. Вот эти. Горят. Вообще классно горят. Все, фары вырубай. Спасибо. Габариты вырубай. Но эти фары у нас почему-то не работают. Сейчас попробуем прозвониться. Накинь мне массу, пожалуйста, там. Вот эту, Дим.
Включи фары. Включил? Нету. А выключатель, наверное, выключен, Дим. Нет, все включено. О, что-то было. А, выключатель глючит. Вот этот. Ага. О. Есть. А тут не горит. Так напряжения нет, значит? Да, я тыкну, подожди. Напряжения нету. Клемник. Клемник? Да. В общем, нам пришлось здесь поработать. Ну вот больше полдня уже прошло. Вымучились просто на нет. И все равно эта долбанная система не работает. У нас там клемник, возникла проблема. Мы пустили мимо, и все равно он не работает. Да? Ну-ка, дай еще раз. О! Блин, это, конечно, хреново. Но тут что-то ничего не светится все равно. Может, массы нет? Масса тут есть. А, опять нету. А, это тут все мозги компасирует. Но он все равно не светится. Видимо, с лампочкой какая-то проблема здесь. Скорее всего. Сейчас посмотрим. Пытался открутить я лампочку, но, к сожалению, здесь уже все сгнило. Вот. Так что не получится эту систему проверить. Но стекло здесь толстенное такое. Ладно. Это уже, как говорится, в следующих сериях. Займемся уже установкой фар. Но это все после того, как мы доделаем нашу верхушку. Будем продолжать с верхушкой. Сейчас здесь еще попробуем сигнал сделать, мелочевку найти. В принципе, основное у нас есть. Еще осталось самое страшное, это повороты. Здесь система как на американцах. И вот надо будет проверить, работает она или нет. Дим, давай восстановим тот черненький провод. Там мы точно знаем, какой провод у нас оторван. Сейчас мы его восстановим. Еще 2 часа, и у нас есть результат. Дима, стопы. Стопы! Включай правый поворот. Правый поворот! Нету ёколомный бабай. О! Ой! Есть! Левый поворот. А стопы нажми. Американская система в деле. Стопы нажал! Работает. Слушай, а что так быстро моргает этот поворот? Что-то ненормально. Что-то с рельеф. Так рельеф 15-вольтовая! Блин, что ты перепутал, что ли? Или я не понял? Так что ты мне дал, то я и перепутал. Ты веревки перепутал, когда страховку вязал. Да ты чё, Серега, ты что мне дал, то я и перепутал. Точно, это же надо нам 24 вольта, ё-моё. Ну ладно, ничего страшного. Самое главное, что у нас работает вот эта система американская. Нажми еще стоп. Нажал! Все, песня. А габариты, Дим? Габариты, вот они. Сказка. Ну, я рад, друзья, что все нам удалось. Да, мы потратили день. Тут спереди. А там поворот, да? И вот поворот. Все четко. А свет вруби уже, чтобы друзьям нашим показать. Свет. Ты... Все, класс. Все, БРДМик работает. Все, что нам осталось, это найти релюшку на 24 вольт. И все будет работать. Продолжаю сварочные работы. Да, уже 3-й день, наверное. Я не знаю, по чуть-чуть здесь приезжаю. Но вам тоже хочу показать, ну, промежуточный этап, можно сказать. Крыло чайки, да, почти. Бляха. Почти. Вот так выглядит наш БРДМчик. Здесь уже тоже проварил вот эту сторону. Сейчас буду пробовать дальше провариваться. На той стороне абсолютно ничего не проварено. Только лишь подогнано. Вот можете смотреть. Видите, только еще все подогнано. Вот. Ну, сверху там Юра чуть проварил, но здесь вот уже выгнуло металл. Это, конечно, печально. Тут у нас будут окошки. Тут проварим. Тут вставочки. С той стороны я такую же вставку уже сделал. Так что БРДМ преображается. Это то, что я хотел. Вот прям надстройка смотрится очень гармонично. Ну, посмотрим. Работы, конечно, очень много еще. И уже много проделано. Поэтому не унываем. Продолжаем сварочные работы. Вечер. Я сегодня уезжаю с хорошим настроением.
потому что сделано много. Дверь. Также сделал поручни, сварил. Ветка защиты. То есть вот эти вот палочки будут помогать и защищать от веток наши стекла, и одновременно поручнями, то есть чтобы удобно было лазить по БРДМу. Вот, по дверям заказал амортизаторы. Жду амортизаторы, посмотрим, здесь попытаемся сделать, чтобы эта дверь была на мартерах, чтобы было удобно заползать в нее, вылазить и т.д. и т.п. Очень гармонично мне понравились вообще жабры, смотрятся бомбически. Не знаю, как на камеру, но так вот вживую прям класс. Еще можно много сюда что добавить, но я пока не знаю. Да, мы наверняка добавим балку, закажу на Озоне. Вот, и, ну, еще что-нибудь можно. Можно что-нибудь, но пока не знаю. Обязательно пишите в комментариях, что еще можно добавить из вот какого-то такого специфического тюнинга. Потому что вот эта крыша у нас, вот, она тоже, ну, такая голенькая. Стоит только люк. Вот, и все на этом. Вот, можно было туда. И я смотрел, на Авито есть такие прожекторы Луна, но пока не нашел, блин. Да, не обращайте внимания, я весь в сварочной одежде, потому что сварочные работы, они неотъемлемая часть постройки нашего проекта. На самом деле проделано много закадровой работы. Уже даже установлено и сиденье на наш БРДМ, также установлены амортизаторы на двери. Дверь открывается, работает. Пришлось повозиться с амортизаторами, пока подогнал, пока правильно выставил, пока все это проверил. Это все подними, дверь опусти, она тяжелая достаточно. Я бы не сказал, что супер тяжелая, но достаточно тяжелая. То же самое и с сиденьем. Пока подогнал все кронштейны, сиденье затащи, подпили. Вытащи, обвари, обратно затащи, примерь. И все это отнимает уйму времени. Хотя, казалось бы, хочется быстро построить проект, но быстро, как обычно, не получается. Также были установлены дуги, красивые, аккуратненькие ветка защиты. Я не знаю, как правильно их называть, но эти дуги будут спасать и наши стекла, и в то же время будут помогать при передвижении вокруг БРДМа. Потому что по нему постоянно лазишь, и удобно тем, что есть за что взяться, за что держаться. Ну а сегодня мы, естественно, продолжим заниматься нашим супер интересным проектом. Многие из вас говорили и писали в комментариях под предыдущим видео, что эта машина уже была там у парней из полигона, и это неинтересно. Но я 1000 раз говорил, что эта машина больше для меня, не для контента или еще для чего-то. Это машина, которая меня радует. И я рад, что у меня такая есть интересная тачка. Это очень важно в постройке любых проектов, переноситься на какие-то другие проекты и тем самым удовлетворять себя в том числе. Ну а вам я хочу напомнить, что у нас очень много завершенных проектов, которые уже на стадии завершения, и мы просто потихоньку движемся дальше. Не забывайте, что я работаю в основном один. Иногда мне помогает Юра, Дима, подписчики, Леша приезжает, но основную часть времени я проекты строю один. Вот, и поэтому времени у меня уходит очень-очень много. Стараюсь и вам подснять что-то интересное, поэтому, ну, как есть, так есть. Все. Вам огромная благодарность за поддержку. Если у вас есть желание поддержать нас, то обязательно переходите на Boosty. Там я снимаю каждые 2-3 дня интересные видосы о том, что происходит у нас в гараже. И тем самым вы поддерживаете. Подписка там стоит минимально. Ну, и будете получать доступ к уникальному контенту. Ну, а с чего мы начнем? Это с переварки нашего моторного отсека, а именно его части для аккумуляторов. Аккумуляторы я хочу расположить вот так вдоль. 2 110 аккумулятора. Огромное спасибо компании Аккумулик, которая поддерживает нас. Если вдруг вы ищете аккумуляторы, то заходите на akamulik.by и выбирайте для себя подходящий аккумулятор. Вот, ну и огромное спасибо парням, что поддерживают нас.
Красота. Вот они стоят. Единственное, что-то стоят на разном уровне. Что-то не то вот с тем. Сейчас перепроверим. Здесь я буду вот так вот соединю. Сюда переварил 2 крепления, и перемычка будет их держать. Я думаю, надежнейшая система будет работать. Закончил я нашу конструкцию. Все клеммы новые, абсолютно. Перемычечка, красота на резинке. Все по фэншую. Так что эта система нас точно не подведет в ближайшие 2-3 года. Ну, на сегодня, наверное, уже все. Поеду домой, потому что уже поздновато. Продолжаю заниматься БРДМ. Вот, заварил уже вот эту нашу дырочку, которая осталась от триплексов. Прохожу здесь швы по чуть-чуть, чтобы сильно не выгибало наш металл. Также к нам присоединился наш зритель, друг и подписчик Юра, который не первый раз к нам приезжает. Он говорит: я хочу траву помочь тебе скосить. То есть вот так вот, таким образом разные подписчики в плане любви к технике, любви к еще какой-то работе и помогают нам постоянно в нашей нелегкой работе. Юрия, огромное спасибо. Также пришли запчасти на нашу Прагу. Я насос уже отмыл весь, красивенький, аккуратненький. Тоже попробуем его поставить и посмотрим, как будет вести себя Прага. Это очень интересно на этом оригинальном топливном насосе. Посмотрим. Так, дербанули наш насос водооткачивающий из БРДМа прямо с кронштейном. Приходится вот изготавливать новый, но мы справимся. Без водооткачивающего насоса, конечно, эту технику эксплуатировать запрещено. Это очень опасно. Вот так выглядит наш насос. Юр, покажи. Вот, куплен на Авито, 4000 рублей. Очень классный, оригинальный насос. Вот, только осталось для него изготовить, ну, собственно, нам вот этот вот пьедестальчик такой, там, достаточно хитренький. Ну, и все будет четко работать. Что еще хотел сказать? Про глушители. Этот глушитель мы сделали, здесь подзачистили, подкрасили. Сейчас вот этот сняли защиту, термозащиту. И тоже зачищаем, потому что ржавчина присутствует. Ржавчина — это наш враг. С ним постоянно боремся вот уже сколько лет. Так что и этот случай не является исключением. Зачищаем, красим, все будет огонь выглядеть. Друзья, вы наверняка думаете, что мы не обслуживаем наш АТС, что он здесь стоит, но на самом деле это не так. Мы периодически на нем катаемся. И вот в данный момент Юра нам тоже помогает. Там еще приехал к нам тоже зритель Антон. Антон, привет. Он тоже помогает нам вот сейчас наводить порядок. В АТСе очень много грязи, мы сейчас наводим порядок. Также нам нужно прикрепить брызговик. Вот, немножко подтянуть гусеницу, видите, просела. И нужно сделать еще, я хочу одну вещь, вот эту вот сигнализацию. Она тут у нас развалилась, отвалилась. Осы ее здесь уже, смотрю, оприходовали, видимо, летают. Вот, тоже нужно сделать. Так что будем сейчас заниматься. Вот такой кронштейн у меня получился. Кронштейн крепления нашего насоса. Опа, стоять. Сейчас он высохнет, его прикрутим на штатное место и сможем установить насос. Установить сюда помпу — это, конечно, квест. И вам хочется показать. И повозиться надо. Пока не знаю. Вот примерять, как его туда
блинский. Даже и не знаю. Видимо, я не смогу так установить. Буду пробовать. Видимо, надо полностью их разгибать. А потом там внутри согибать. Мокрый насквозь, но не смог поставить. Хочу сейчас отпилить краешки вот эти, потому что они не дают по вот этому вылету, вот, не дают по этой ширине нам зайти в отсек с помпой. Поэтому сейчас немножко их подпилю, и это позволит нам немножко маневрировать там. Вот гадость, а! Конечно, плохо все это, когда не оригинально. Сейчас буду наживлять, но вроде должно бы сработать. Прошел час. Просто нервы уже на исходе, друзья. Но ничего не поделаешь. Такой техники по-другому никак. Пришлось мне опускать наш насос ниже, делать вот такие вот пропилы, плазморез сила. Сейчас это все сопли зачищу и будем пробовать устанавливать. Попытка номер 3. Вот. Пытаюсь подогнать. Пришлось тягу мне снять, которая на поворот вот этого руля. Тяга, как выяснилось, мешает нашему кронштейну. Ну, одним словом, вот веселюсь. Там очень все плотно и все нужно рассчитать. Так что не падаем духом, работаем дальше. Пока сохнет наш доработанный кронштейн, я его покрасил, все, чтобы все было по феншую, никуда не спешим. Изготавливаю вот сюда переходник, видите? У нас дело в том, что выход очень толстый. Не знаю, как у оригинального БРДМ, я думаю, у него тоже такая дуда. Потому что здесь выход, видите, тонкий очень. Поэтому нужно делать переходик такой. Я подобрал кусочек алюминиевой трубы. И сейчас мы сварим вон тот переходничок. И все будет супер гуд. Черная краска, кстати, закончилась у нас. Ну-ка, сторожилы канала, от чего это у нас трубки? Пишем в комментариях. Вот эти 4. Все, победил я насос. Все установлено. Даже подключил проводку. Здесь нашел провод. Не знаю, сейчас проверю. Но пришлось повозиться. В общем, когда установил, испугался, что тяга будет цепляться за нашу вот эту площадку черненькую. Но блохи все попомерли. Столько я промучился, но все в порядке. 3 часа ушло на установку. Но зато все сделано качественно, ничего не болтается, все, ну прям вообще классно. Мне понравилось. Насос работает, с проводом я не ошибся. Так что все, сейчас заизолируем эту скруточку нашу, сделаем ее понадежней. И все будет у нас четко. Друзья, на сегодня это все. Я уже помылся, переоделся, отправляюсь домой. На улице опять дождь, блин, просто невозможно. Что это происходит, я не знаю. Ну, это лето какое-то безумно необычное. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. А для тех, кто досматривает серию до конца, хочу сообщить, что в это воскресенье выйдет серия с Зилотахом. Ее я уже почти доснял, вот чуть-чуть осталось. Все, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.